7 утра 4 марта, все еще 2024 года, приплыли. Вот это называется Монтевидео. Вот это знаменитое их здание, как парус. Вот мы стоим, город. Ну, что-то видно, что-то не видно. Это, видимо, был лоцман, который нас привел в порт. Не знаю, проспал, конечно, я все, что можно. Здесь сон хороший от усталости. Хотя вчера сильно особенно уставать-то не пришлось. Ну, не знаю, как, что тут скажешь. Ну вот опять новый, это как на пароходе всегда вот так, новый день, новые приключения, новые города, новые страны. Для меня это новая страна, Уругвай. Я здесь не был никогда. Это для меня страна номер 47, где я побывал. Я считаю страны. Города считать это очень долго и нудно. Но вот эта страна новая, номер 47, как я сказал. Вот, и мы сейчас идем кушать, а в 8 утра мы едем на экскурсию по Монтевидео, который будет в себя включать даже танго-шоу. Мы в Буэнос-Айресе танго видели пару раз на улице. Специально на шоу не ходили. А здесь у нас вот такое вот, как говорится, все включено, включая и танго. Надо потом будет зайти с другой стороны поснимать. Но пока вот то, что я вижу, впечатление приятное. Вот. Для тех, кто не знает испанского, Монтевидео означает вид на гору. При том, что, я не знаю, может, гора с другой стороны, но здесь я никакой горы не вижу. Пока. Мы стоим в порту, причал, видимо, с той стороны. Так что я поснимаю, конечно, еще то, что на той стороне. Собственно говоря, вот так начинается утро. Welcome to Uruguay. Ну вот оно и видео уже перед нами. Там интересно, там корабли стоят. Они то ли затопленные полностью на мели, то ли полузатопленные, непонятно. Там вон стоят старые какие-то корабли. А вот тут уже что-то, какой-то город видно. Смотри, какое здание, Ну, как парус. Да, это самое, я это уже заметил. Но город вон там дальше видно. И там тоже здание, там все, как говорится, но мне, к сожалению, светит прямо в глаз солнце. И это не есть хорошо. Вот. Но опять же, здание как парус, интересно. Корабли интересно, как остров погибших кораблей напоминает. А видео Монте. Я Монте не видео, к сожалению. Может, видео Монте будет с другой стороны, конечно. Посмотрим. Вот, ну пока вот так. Вот, ну, надеюсь, пора кушать. Хотя я не сильно голодный вчера. Хорошо покушали. Вкусненько. Это было что-то. Ну вот, идем дальше. Пока. Время 7:30 утра. Тот же самый Монтевидео. Вид с нашего корабля. С балкона. Вот мы стоим, видимо,
Это причал с той стороны, но город видно. Что-то, по крайней мере, видно. Не видно только... Монте не видно. Видео есть. А Монте не видно. Вот. Ну, опять же, вид тот же самый, что уже показывали. И краны там, видимо, разгружают сухогрузы. Это порт. Очень интересное место здесь. Это вон там. Там просто стоят какие-то старые корабли. То ли наполовину затопленные, то ли там мелко. То ли... А иначе как они там могут стоять? Скорее всего, там мелко должно быть, потому что они чуть просели и стоят, как стоят. Ты видишь бухта прям как в Буэнос-Айресе, так же вот огорожена какой-то... Да, такая как коса, правда. Бухта похожая на Буэнос-Айрес. Отгорожена такой косой. Правда, да, да. Магеллан выбирал, наверное. Значит, у него был большой выбор, куда пристать. Здесь он пристал в хорошее место. Дальше уже неизвестно. А, он дальше на юг поехал, там, через пролив, туда. Дальше он здесь не стоял. Вот, ну все, ты готова кушать? Вот, прибыли. Live in the city of Montevideo. Натуральный. Натуральный Уругвай. А вот тут уже какие-то порт, все такое. Монтевидео. Тут просто эти такие, которые без экскурсий. Такая шантропа выходит в город. Гулять. Вон такси. Тут можно было и так, наверное, погулять. Вот. Но мы сегодня организованные, мы с экскурсией на автобусе на хорошем. Даже кондиционер дует, хотя в городе не жарко. Сегодня, по-моему, 66 будет хай. Это немного. Я, как всегда, мы работаем на 2 камеры. С этого края я снимаю, а с другого края у меня Анечка, она надежный оператор. Okay, if you take a look to your right, не пропустит. if you take a look to your right, you're going to see a Вот флаг piece of Уругвая. machinery of metal that looks like a T. Вот флаг That is the Уругвая. rangefinder. Rangefinder belonged to the Graf Spee. During Second World War, we had the big battle of the Rio de la Plata, which means that the Graf Spee, the German pocket battleship, was followed by the Самый ценный British вид у Анечки Ajax, будет. Achilles, and А у меня Exeter так себе. down to the Rio de la Plata. Вот. And А, the вон Graf наш Spee, корабль instead of стоит. turning into Argentina, which was into Germany at that Вон time, его видно. came into Montevideo. We Вот were a какой-то neutral якорь country старый. in Second World War, so we gave them 72 hours. They gave them 72 hours to leave the harbor of Montevideo. It was not enough time because she was so badly damaged that the captain decided to leave the crew ashore and scuttle the ship outside the harbor of Montevideo. So, because what the British wanted was the rangefinder, which was a just point, shoot, sink, whatever. It was a precise piece of machinery. Вот That's порт what we видно have. хорошо. Видно и океан. Или это река, по-моему, Парана. And we are squeezed in between two Здесь big такие ones. какие-то домики. Yes. А, это Naval Base. Let Это the Naval neighbors Base. Здесь тоже. keep an eye У on них, us. кажется, есть Navy в этой стране.
The whole population of Uruguay is 3,400,000 inhabitants. Almost half of the population live in the city of Montevideo. That Вот means это все еще мы по almost a million and a half едем. people live in Порт Montevideo. большой, кстати. Все краны, We are те not a big самые. city, we are a big town. Amazingly, sometimes it feels that everybody knows everybody and you end up knowing everybody, and or you are related in Вот history. какие-то контейнеры. The first Чего я их settlers came from снимаю, the не Canary знаю. Islands with the Spaniards. Ну, дома разберемся. Before and Это after в кино First это and не Second все World войдет, Wars, you got all the естественно. immigration and the people coming from Ну, Europe часть to live in какая-то these точно. countries. So the background of the Uruguayan people is European. Вот If то, что она you scratch рассказывает, the если backgrounds, слышно, это тоже очень like my интересно. family came from Alsatia and England. My mother's side from Basque. We have Basque, Swiss, and Italians. Little bit of everything. Throughout the history, I mean, the country is a non-religion. There is freedom of religion in this country, and no one has ever been persecuted because of its religion in the whole history of Uruguay. А, тут сколько машин, это что? Продажи, что ли? Машины, похоже, новые. Интересно, вот мы сейчас выедем, будет видно. Вот там море, So океан, the city of неважно. Montevideo was founded by the Spaniards, discovered and founded by О, the вот Spaniards. сейчас хорошо. But Portugal was always trying to invade Montevideo, Сейчас never succeeded. красота. So they ended up founding a city west side of the country called Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento was a Portuguese city 3 hours from Там вон Montevideo. танкер какой-то стоит. If you take a look to your right, you have the Rio, this is the Rio de la Plata, the River Plate. The name for plate or silver river, is because when it's calm and the О, sun тут слобоки. just Не бывает, оказывается. Вот feels какая-то like колонна being интересная. in a silver river. Так, это I mean, the color красиво. of the water looks like Это silver when it's интересно, calm. я вижу. The horizon, С той in the стороны horizon, какие-то дома, но is the там middle of the channel in between Argentina and работает. Uruguay. Вот смотри, The Rio de la удочка. Plata is the widest Ловит рыбу. estuary Много каких? in the Вот. world. What does that mean? Не вижу, чтобы That кто-то from что-то словил. Colonia to Buenos Aires, No. west side of the country, to the Buenos Aires, it takes you Ловить 45 пытается. minutes to get there, to cross the river. Here it takes you 3 hours with the same ship. And the further east you go, you get into the ocean, Atlantic Ocean. There are no sharks, and we have 700 kilometers of white sand beaches. Неплохо. Вот мы уже едем Now, if you дальше. take a look to your left, you're going to see a church. That's a Holy Лефт Trinity я не буду, у church меня на лефт built by the British. старший оператор. I told you we were discovered by the Spaniards. Portugal was always trying to invade Montevideo and never succeeded. Ended up founding a city nearby Montevideo, west. Then came the British. We were a British colony for 2 years. Then, yes, only 2 years. Then came the Spanish again. Then came the French. And for a short period of time we were French. And then came Spanish again. And finally, people were fed up of being in dispute. The reason why everybody wanted Uruguay, Montevideo itself, was because it was the way out of the gold and silver minery and goods from the countries that are on the Pacific Ocean. They came inland to the river, to the Rio Uruguay, and down south to the Rio de la Plata and straight to Europe. That was a shortcut and safest way of getting their goods to Europe, other than having to go Pacific down south to Cape Horn, around South America, and Какие волны красивые. then crossing the Atlantic Ocean and Какие to волны. Europe. That was too dangerous. Красиво. It Вон уже какие-то scuttled too many фигуры ships down in пошли, Cape уже Horn. чего-то.
Куда-то мы едем. Дона Кока. Вот Дона Кока. So all this area used to be surrounded by a wall during the Spanish settlement. Венда, это, по-моему, сдается. Вот уже уругвайцы пошли. Уже уругвайцы идут по улице. Так, сейчас перейдем на другое видео. Is the place that we are going to go later for the show. First we're А, going у to нас see the же city. танго сегодня еще. Да-да-да. Yes. Да, мы сегодня в танго идем. We are entering into the main square called Plaza Independencia, Independence Square, where the man riding the horse is General Bueno, José uruguayцы. Gervasio Artigas, our national Uruguayцы. hero. Вот так более-менее симпатичнее, конечно. Не такие, как аргентинки, конечно. Но тоже вроде так еще. This is Independence Square. The man riding the horse is General José Gervasio Artigas, our national hero. Underneath the monument of Artigas, it is Вот, a кстати, дверь. Посмотрите, mausoleum какая дверь. Это оригинальная деревянная with the старая remains of дверь. Artigas. И балкончики, и The building to рамы. your right, Рамы на окнах тоже the старые. one with the white columns, Такие. Вот это is как называется, used to be the забыл. site of the Который government for many закрывает. years. Actually, the offices of the government is the Слово building забыл. to the other side with the Не green помню. windows. We are going to go around Неважно, ну, first, закрывает and then окно, we are going короче. to make a stop for 15 minutes here. А, вот мы сейчас будем иметь эту площадь. Она So стала this building to your right Индепенденция. was the site of the government. Actually, it is a museum. International for Standardization. Институт Уругвая. Чего-то This такое. building to your right again Ох, какие is колонны. called Palacio Это же Salvo, built in гранитные. 1910 as a hotel. Actually, private homes and offices. Take a look to your left. Не left, не To your надо. left you Left have- всё снизу. Left там At the very end of this могу square, показать, конечно. you там have the просто gate of такое. the city of Montevideo. Красиво. So take a look to your left, you have the gate of the city of Montevideo. Вот красивое здание такое. Ну, колонны шикарные. Мне нравится. Немножко автобус так мотает меня, и из-за этого немножко... Montevideo is the сбивается. capital of Uruguay, Вот собака, yes. собака уругвайская, кстати. Первая We are уругвайская going to have собака. 15 minutes here for pictures. Just a minute, please. Сейчас у нас будет 15 минут на что-то, не понял. Ну, подождем, посмотрим. Плаза Индепенденция. Вот фотка. Let's take Еще 15 одна. minutes here for pictures. Так, хорошо. Стоим. Будем выходить или что? No way to get lost. Don't walk too far because we are leaving. We have a schedule to follow. А, это нам дают просто погулять. Ладно, идем. А, давай, сейчас я тебя сниму. Становись. Становись. Ну, опять, тут буквально несколько фотографий. Вот Анечка на площади. На заднем плане памятник Артегасу или Артегасу. Я не помню точно, как это произносить. Это центральная площадь Монтевидео. Самый центр практически. И там красиво. На видео вы увидите. Это вот та же самая площадь в другом месте. Просто фото сделано.
И это вот здание когда-то было в 30-е годы самое высокое здание Южной Америки. Argentina. Вот такси уругвайское. We wanted to be independent. Здесь такси It's, немножко другое, чем в The matter Буэнос-Айресе. is, the port of Montevideo is a natural bay. Whoever controls the Rio de la Ой. Plata would control all the commerce Кстати, в Trade отличие and от commerce Буэнос-Айреса, погода from the здесь countries that don't приятная. like Paraguay, Не Bolivia, жарко, потому что там Venezuela, были Ecuador, несколько all дней, those countries. первые дни So that was особенно, important. когда просто я ходил And и that's the reason why потом Argentina обливался. is always trying to order Климат там Uruguay такой. what to do and what cannot. Вот, ну, гид рассказывает If you take a интересные look вещи, да. to your left and right. To the left, that's downtown. To the right, the old city. Мгм. The old city is to the right. And the gate of the city of Montevideo is this one Вот еще that you can see собака from this одна, side. уругвайская. О, красивая улочка. Красивая. Было бы время, по ней бы можно Now, было if at any time you походить. have any questions, please do not hesitate and ask. Гуапа. The National Opera is the building that you have to your right. To your right? It's more than 100 years, Вон она опера. and it's a beautiful opera, beautiful theater. Да-да. Да. Красивый, это самый большой театр, оперный Our театр, mother tongue is который я Spanish. видел. Second language is Даже English. в Буэнос-Айресе, and, конечно, театр покруче. School regarding Но этот театр education. Education is тоже free, красивый, с compulsory, колоннами такой. primary school. Приятный, Then you have high приятный. school, 2 years Еще of там college, такая and вот. universities. You can get Вот. throughout the whole education for free, run by the government. Вот что-то That такое, means, Уругвай. Also, we Резиденция. do Это что have the значит, private schools. резиденция? Private schools Ну, like менты, the American, the уругвайские. British, the Irish, the German, the какие-то French, вот. the Italian. Let me forget something. Красивые здания. Но это No, самый центр, Japanese we самый don't have because такой. we're too far away. Мне Think нравится. about that with the Уругвай, First and Second чего-то, World Wars, because технику. we're closer to Europe. So that's the reason why we got the European immigration. Музей дель Танго Because вон там. it was just crossing the Atlantic. Музей танго. In those schools, the private ones, they give you the chance to learn a Это мы second language опять very на well. красной стоим. Ну, Because, я as I said, перейду на British, другое видео. American. Вон Анечка снимает самого Артигаса. Вот. У меня камера работает. Все это так довольно четко идет. Вот. Это памятник. Опять же, тому же самому Артигасу. Вот круг по площади. Площадь независимости называется. От них ничего теперь не зависит. Вот я еще делаю круг. Вот останавливаюсь на этом Артигасе. Это такой граффити тоже. Yes, everybody can go to college. Yes, and if you finish all the tuition, the high school and the college and university afterwards. For example, my daughter went to a Может private быть, school, еще рано, to an магазины English не school, все British, открыты. and once she finished, she went to a Catholic school because her tuition was excellent over there. It does not mean you have to be Catholic 100% to go to that school. And then university, she went at the state university, to the university which is free, run by the government. It's very tough to graduate from those universities. You end up paying a lot of money for private lessons.
Так вот мы едем tutors. дальше. Yes. Какая-то But then you have the Индия, private чего-то. universities, but they're Здание expensive. красивое очень. Tuition in private schools will Старое cost здание. between $1,000 to И вот $1,500 a старое month. здание. И тут же рядом приляпано новое стекла и бетона. Ну также в The minimum Буэнос-Айресе salary тоже. is almost $600 a month. Minimum salary $600 a month. But think about that to buy a car will cost you not less than the least expensive would be $16,000. М. We don't have petrol. We have to import the petrol Вот and это process it Мостаза, here. это тоже That в makes Буэнос-Айресе были gasoline магазины. expensive. It is $2 for 1 liter. That means to fill in the tank of your car will cost you 80 something dollars. Ни хрена себе, ну и цены. And think about the minimum salary is $600 a month. But reality is that my daughter wants to move from, she's 26, she graduated from university. She wants to move, but she needs not less than $1,000 minimum for renting and for living. So she needs more than that. A lot more than that Какая-то to be able галерея, to move from my house. галерея. Ну это похоже, магазин продает That's the reason. Housing price is костюмы. expensive. We pay a 22% VAT tax. 22. 22% Wow. VAT tax. All the prices that you see around the city, or if you're going to have lunch or whatever, they are tax included. But we do pay too is a personal income tax with no deductions. So that's a straight tax on your salaries. Ага. The exchange rate is 38 pesos for $1. Мгм. Ой, Махатма And Ганди. there is no black market, just the legal rate. Понял. We are not used in this country. We are not used to bargain. Any price. Sorry. It's prices are that we are not. We are not. Так, You pay what it's shown. You may be able. Oh, okay. We may be able to. You may be able to pay with US dollars, but I cannot promise that they will give you change in US dollars. If they have, they will. In fact, commerce and around is pretty. это ж как водится. Кто тебе дает change в долларах? Никогда такого не было нигде. Я, во всяком случае, не помню. Так как-то у нас кругами везет. Но места красивые. Город красивый. В чем-то напоминает Буэнос-Айрес, наверное. Вот, ну, не знаю. Покультурнее, что ли, пока у меня впечатление такое из того, что я видел. Но это несерьезно, конечно, такие утверждения делать, потому что мы полчаса в городе. И уже делать умозаключение, я думаю, не стоит. О, опять остановка. You are obliged to become a member of a hospital. Вот здание Whoever старое works тоже. is obliged to. And if you don't have a job, you go into the public system. But you're obliged to have a social security insurance. Or Здесь paid слово by the интересное state, такое. or Это бритиш sponsored by слово. the state, or you Oblige. have also the private hospitals like the American, the Американцы British, его не, the практически не Italian, and the используют. French.
Москва. and the Spanish too. Клаб. Да. Это флаг Уругвая. Я смотрю на полосатый. Греческий, что ли? Нет, это уругвайский. Там солнышко такое наверху. Это вот в Уругвае, наверное, всегда солнышко, не знаю. После When you Буэнос-Айреса pay здесь dollars, the прекрасно. exchange rate is 7 point something, 38 pesos for $1. No. We don't have a black market. It's a legal rate. We are the most stable country in Latin America, right? Our economy is straight, and we are going to have free elections this year. Я не знаю, хорошо ли это, потому что все-таки экономия должна быть flexible. Black market помогает этому все-таки. Поэтому аргентинская система, я думаю, она более совершенная в какой-то мере. Тем более, что в Аргентине сейчас президент, которого я лично просто обожаю. Он не всем нравится. Хави Милей. Это его называют аргентинский Трамп. Он пытается повести страну по правильному пути. Мы на днях были совсем недалеко от него, кстати. Мы когда шли по Буэнос-Айресу, то там проехали машины, президентский кортеж. Он ехал в Конгресс. И там... We are heading towards the parliament. Мы были рядом. Короче. Uruguay has no mountains, and we have 4 seasons. We are entering into fall. School started today until December. О, вот оно как. То есть летом эти школьники учатся, получается. Угу. Так, вон там на бензоколонке цены. Это цены в литрах. Причем, считайте, 38 цен, 38 их песо, это доллар. Вот. Там если цены в литрах, самые дешевые 58, это $1,5. Значит, умножьте на 4. $6 у них стоит бензин, самый дешевый. Они дешевые где-то 8. Ну, как сказать, они же не зарабатывают, как в Америке. Она сказала, минимум у них зарплата 600. Правда, этот минимум выше, чем в Аргентине. Там где-то порядка 300. Но в Аргентине там можно и не работать и иметь эти 300. Предыдущие правительства распустили просто. Вот, я надеюсь, вы смотрите на дома, которые... This building that we are going to go by, to your right, is a private, it's a я думаю, Catholic они никому school, не интересны. Так что переходим Sagrada обратно. Familia. Sagrada Familia, это же Барселона. It does not mean that you have to be a British to go to the British schools, or French to go to the French school. It just depends on what you want. If you want half of the day of French languages, or half of the day of English or whichever language, the other half of the day has to be Spanish subjects. Немножко я неудачно сел, тут у меня солнце все время мешает. Today is the first day of school, yes. Дети в школу собираетесь сегодня? Петушок пропел давно. Подожди, сегодня понедельник. Правильно, понедельник. Ну да, поэтому детям в школу. Вот какой-то Мария какая-то, вот чего-то, какой-то собор. The building we are going to see now is the parliament. It's all made of marble and granite.
Где это? marble from the country. It was finished in Я пока 1920s, не вижу никакого. and it was done by an Italian architect called Moretti. Так, опять мы куда-то поворачиваем. Там какой-то как, не знаю, скульптура, не знаю, чему посвященный, похоже на Юра, как будто знак. Вот мы едем, так это. Take a look at the two flags in the front of the parliament. The one with red is the flag of Artigas. Парламент вон с той стороны. White in Там the у меня middle and Анечка the это red one сделает. crossing it. А я буду The other one, продолжать здесь. 4 blue stripes, 5 white ones, and the sun in the left Здесь, corner конечно, я is the сижу national неудачно. flag. Солнце мне прямо светит, куда не надо. Artigas was a national hero. К сожалению. Артигас — это памятник на площади, который мы делали фото Артигаса. Так, ну поехали дальше. Она пока молчит, тут такие граффити кругом на домах почему-то. Вот красивые деревья. Весьма. Ой, слава Regarding богу, our economy, он куда-то повернул. И we уже have 80% of the country that is given to livestock farming, the rest for agriculture. Our major exports are meat, we are beef eaters, excellent top quality of meat because it's grass-fed all year round. Это хорошо, это я люблю. В Then we Аргентине export также. soy, wheat, rice, fish, dairy products like powdered milk, Вот cheese, какое-то butter, здание такое с флагом, что это lumber. такое? We do export snails to France. Вон это здание, парус. We have top quality of wine Вон тот, and olive то, что oil. называют The building to your небоскреб right, парус. building to your right, that is the tower that belongs to the telephone company. Yes, it is an agricultural country. Вон кто-то там нарисован, Let's усатый. take 15 minutes here. Наверное, это какой-то важный ихний. And remember, this is bus number 21, Опять нас just in case. 15 минут дают погулять. Сейчас пойдем гулять где-то здесь. Там будет здесь просто чуть-чуть фотографий буквально. Это вот, я не знаю, вид в Монтевидео где-то. Вот это парламент уругвайский. Это я знаю, это помню. Нас туда привозили. Внутрь не заводили, но было интересно. Это памятник чего-то такое. Опять я не помню точно, но он интересный. И это вид на заднем плане, вот этот вот небоскреб, который называется парус. Это опять парламент. Его хорошо видно здесь. Вот он не маленький. Парламент. Это вот парламент. А вон там какой-то... Кто это, интересный? Такой. Это вот бас, на котором мы приехали, вот этот желтенький. И вон там чего-то. Сейчас подойду поближе, посмотрю. Подойду сейчас поближе. Сделаю фото обязательно. Это какой-то у них очень важный кто-то. Я не знаю, кто это. Что это должно означать? Но это что-то важное. Сейчас поближе еще чуть-чуть. Тут уже можно делать фото.
такой интересный.